Всем привет! Это канал Слово Пацана, меня зовут Рома, за камерой, как всегда, Дима. Ну, сейчас камера у меня в руках. И вы, наверное, думаете, почему у нас многие выпуски начинаются из салона машины? Потому что мы все время куда-то едем. Сегодня мы выехали в 6 утра. Сейчас времени 17:10. Рулить нам еще почти 2 часа. И у нас в багажнике очень много вещей. Как видите, весь салон забит, багажник забит. Плюс, ко всему прочему, сегодня мы уже успели попасть в ДТП. Плюс, ко всему прочему, мы успели попасть в потоп. И все это вы увидите в этом ролике. А сейчас мы едем к бабушке Марии, героине предыдущего выпуска. Кто не видел, обязательно его посмотрите, чтобы понимать полностью всю ситуацию. Бабушка живет в ужаснейших условиях, просто в землянке. И мы едем, потому что у нас есть план действий, как можно и что можно сделать таким образом, чтобы ее жизнь изменилась. Мы начинаем выпуск. Мы подъезжаем уже к бабушке. Там сейчас откроется переезд. Но ситуация следующая. Во-первых, там жесткая грозовая туча, это раз. Во-вторых, сейчас времени уже почти 7 часов вечера. Ну вот так долго мы сюда ехали, хотели приехать пораньше, пока сё, пока забили багажник, 7 часов мы его забили. И у нас даже есть мысли, может быть, нам завтра уже с ней пообщаться и завтра сделать все, что мы запланировали. Мы приехали к бабушке Маше. Если в прошлый раз, когда мы подъехали, прям так совпало, что она вышла из этой калитки, то сейчас калитка закрыта, и ее мы там не видим. Время сейчас 9 с небольшим утра. Может быть, она еще спит, хотя вряд ли. Ага. Тут закрыто. Закрыта палка вот такой вот. Ну что, я думаю, что можно открыть, наверное. Слушай, тут, видишь, подвязан. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас помните? Да помню, конечно. Мы тут приезжали неделю назад. Как ваши дела? Та помаленьку живу і все. Це лежала грета поки. Все болить, ну 81 мені вже. Була б я молодша, я б стягла граблями все до цієї соломи. І прикрила рубіролькою. А у вас это солома, я вижу даже какие-то палки, доски навалены. А под ними что? Глина? Ну, дрова, ну такі, ліс. А вы вот эту трубу сами мазали или как? Да. І крила сама. Кукурузою крила. Кукурузою, так. Да. Качани на їй були. Ну, крила хлопці. Так, мы взяли такой вот фонарик на этот раз. Дрова там все. От уже окно туди приробляла, все робила. Ще по водоходу осталось одно таке. Вот эти провода. Тут і граблі. Давайте внутрь зайдем туда, в дом.
Значит, ситуация здесь следующая. Чтобы вы просто понимали, через экран вы никогда не прочувствуете. Здесь очень сыро и душно, потому что окна не открываются. И единственное, как сюда попадает воздух, это через дверь, но дверь находится вот там вот. В общем, нужно пройти. И здесь пахнет плесенью, здесь пахнет кошками, здесь, прям здесь находиться невозможно долго совершенно. Но при всем при этом понятно, что бабушке уже 80 лет. Она старается как-то поддерживать здесь порядок, как вообще может, да. А вот вокруг вот это вот обделанное... Я делаю, клею, ромка плоха, ну клею. І клею, це нічого робити, приклею. Все. Оде. Бада ми з подругою сидимо. Обрізана, не бачу вже нічого. Ішли, хтось нас зняв, не знаю хто. А подруга сейчас жива? Нема. Нету, да, уже в живых. Хороша бабка була. Ото. Вот это ваш... Дядько, то я увеличена. А вот это вы, да, получается? А? Вот это вы Ото я. на фотографии? Коси були здорові, це брат погиб, а це дядько А отец у вас погиб на війні. на войне? Вам сколько лет было? Та носила мати на руках. Каже, поїзд останній йде на Москву. І не сідають, Ростов бомбить налетів. І вони в поїзд мене і привезли до бабки сюди. Глянь, своє свідчення досі бережу. Свидетельство о рождении ваше. Да, на що, бо це, ну скільки ж Нічого годин. себе. Це ж у Ростові ще я родилась. Угу. Не написано нічого. 9 июня 1938 года. То есть у вас недавно был день рождения. Я це ще там родилась. Это отец ваш, да? Ага, ото сидить. Забрали на фронт до свідання. І немає. А це я була з молодою. А вот это вы, да? Ага. Лають мене, звісно, всі, що дура і замуж не пішла. Як уже вперлася одного, так одного. Дівчата міняли всіх хлопців, а я за одного. А він заболів, у Пилипі він там жив. Хатка теж така завалилась, родителі померли. Ну, взагалі ми якісь... Знаете, что самое поразительное? Вот находишься в этом доме, в этой вот такой вот, ну это просто лачуга какая-то, это, я не знаю, это землянка. Вот вся комната это вот. А раньше здесь жила семья. Здесь жила Мария, здесь жила ее мама, здесь жили еще какие-то их родственники. И они здесь жили в таком деревенском доме. Это были, ну, довольно голодные времена. Только-только закончилась война, было непросто. Она родом из Ростова, когда бомбили Ростов, мама взяла свою дочку, Марию, и они переехали сюда, вот в этот дом. Отец ушел на фронт и уже не вернулся. Замуж Мария Тимофеевна не вышла. Она любила одного какого-то молодого человека, и в итоге его не стало, и она осталась одна. У нее нет никого из родственников. Никого вообще. А вы с этими соседями как общаетесь? Нічого, а яка вона худа, вона хороша. Хорошая женщина, да? Так. Я ж і Альону буде дивитися сюди. Ой, кошечка еще у вас тут. Мурсика береш, ой, це ми. Ну, треба тут уже порядок дати. Это то, что вы раньше вязали, наверное, да? Так. І плести сюди. Нема нічого вже і порядку, я вже не наводю. У мене чистота була, тут і все було. Тепер, ну що я тепер ноги, як у медведя лежала, і все тут. Барахлянки. Здесь 3 окна. Они, как видите, все такие затуманенные, замазанные.
двойные. Свет падает плохо, они еще находятся ниже, потому что дом осел. Когда здесь темнее, ничего не видно, поэтому бабушка не может здесь прибраться, но она старенькая. Что ж такое-то? Все, что в мере ее сил, она делает. Но, конечно, возраст берет свое. И уже ей не под силу здесь поддерживать порядок как-то, да, следить за продуктами. И нет холодильника. Внимание, холодильника нету, хранить не в чем. Здесь душно, влажно, все портится в момент. Вот, пожалуйста, лежит кусок плесневого какого-то там, я не знаю чего, хлеба или что. Здесь нету света, это сейчас здесь... Блин, извините. А вот это вот, как вы мазали? Прям руками? Руками, так. Я тут додавала, він колись привозив цементу, ящичок, таке в глину. Воно тут, ой, вже не можу нічого. Угу. И доски сами прибивали? Да. Ничего себе. Вы молодец. Что касается электричества, у нее отключено, она сама отключила электричество, потому что пожароопасная ситуация. У нее провод касался этой крыши соломенной, у нее здесь проводка вся полностью, ну, так, местами оголена, старая, в общем, короче говоря, все. Поэтому, чтобы не сгореть в этом доме, она вынуждена была отключить электричество полностью, вообще убрать его. Оце купувала шийонку, вбирала. І йолочка була у мене. Оце запасалася. Глини. Щоб мазати зимою. Глянь, що. І уголь тут, і дрова, і... Ой, пойду на твій. Угу. Він же замок тут вже. Гляньте, що послати. Сама це прибивала крючки. Це все сама робила. Козей держали, ж тут козочки були. Теля держали. Ворону хтось бросив на вигоні там. А я йшла з вовча, вона лежить у траві, зато я її за плечі. Я достану. І купувала все. Хлопці, була там все робила. Прикольно, прикольно. Вона мужика була, а Щас, тепер я... Бабушка Маша, я достану. Оце тягала я її по городу, вона маленька. Не той. Давайте я поставлю. Оце так я затягла. Это бабушка Маша достала такой вот этот, как она Так. вспахивала раньше І землю. пішов по городу. Це граблі сама зробила. Вороную жраю. Это вы сами грабли сделали? Ничего себе. Та городю сама все. Ну що? Це я поломалась і зробила ще. Вы тоже стульчик сами сделали? Сидіть у дворі, ну це що? На що, я розбита на дрова. Здорово. Десь як я збила, дрова, козла таку. Кладу дрова, пиляю. Угу. В этой непростой ситуации мы прочитали очень много ваших комментариев. Мы прочитали, что вы пишете, и приняли решение. Вот этот дом, который стоит здесь и в котором живет бабушка Маша, мы будем ремонтировать и восстанавливать. Значит, что мы хотим сделать? Первое. Мы хотим, вот поскольку он осыпается, может быть, снять вот эти все штуки, укрепить вот здесь вот стены, замазать их заново глиной, весь вот этот обратно поставить сюда шифер, покрасить его. Мы сейчас думаем, какой цвет лучше. Окна вставим, наверное, новые. Но хотя не будем вставлять, может быть, эти прям промажем просто лучше их, и все. Что касается крыши. Крыша, конечно, здесь, видите, в таком состоянии. Солома протекает. Что будем делать? Соберем еще больше соломы и положим несколькими слоями, чтобы ничего не протекало, чтобы вот в этом доме можно было жить. И вот в этот момент, вот в этот самый момент под нашим видео уже появились эти гневные комментарии. Конечно, с этим домом сделать ничего невозможно. На самом деле ситуация действительно непростая. Почему она непростая? Потому что в дом престарелых бабушка Маша идти не хочет. Она здесь
всю жизнь прожила, это ее место, это ее родной дом, и она хочет жить здесь. В этой ситуации самым правильным, рациональным решением, о чем вы тоже писали в комментариях, и мы тоже об этом думали, это бытовка. Но здесь очень важный момент. Бытовки тоже бывают разные. И уж если делать, то делать на совесть и качественно. По срокам это тоже не быстро. То есть вот прям готовых бытовок таких нету хороших. Их нужно заказывать, их будут делать. Мы сейчас все это прорабатываем, все это изучаем и смотрим, и уже начинаем делать. Тут стоит, наверное, сказать такой момент. Многие из вас пишут в личные сообщения в Инстаграме, в комментариях тоже: откройте сбор для бабушки Маши. Мы никогда сборы не открываем конкретные. У нас есть кнопка «Спонсировать», можно перейти и стать спонсором канала. Кому это неудобно, есть реквизиты в описании, можно также принять участие в этой истории вот таким образом. Это я такая информация вам говорю для тех, кто не в курсе, что так можно сделать. И участие в этой истории вы тоже можете принять. В данный момент, что мы решили сделать? Вот прямо сейчас, в моменте, чтобы уже как-то начать ситуацию, мы решили решить основные проблемы. Это проблемы питания и хранения продуктов. Сейчас будем пытаться это сделать. Здесь есть большая проблема, что здесь нету электричества вообще, в принципе, у дома. Но мы подготовились. Надеюсь, у нас получится, и мы вам покажем, как это было. Я, кстати, неплохо играю на пианино, сейчас вам сыграю. Хватит, неплохо. Мне понравилось. А где училась? Слушай, давай посмотрим, как они вообще выживут. Что-то им не очень Да, понравилось. им не очень комфортно. Давай скинемся. Кто пойдет с машины, положится. Конечно, скинемся. А что, давай? Суеба. Блин. Переснимать не будем, держи. Третье. Добро пожаловать. Да я пошел. Будьте здоровы. Мне с тобой нравится играть. Кошмар. Вернулись за холодильником. Еще сейчас хотим посмотреть посуду. Я немного промок. Как мы там будем грузить сейчас холодильник в такой дождь, я вообще слабо себе представляю, потому что, откровенно говоря, прям сильный дождь и тяжеловато. Приехали. Здравствуйте. Я еду по-прямому чуть-чуть вперед, чтобы не мялось ничего. Ну, вы можете отъехать, но вы понимаете, что вы сдали задом, да? Я знаю, да. Ну вот как так можно? Ну? Вот такое у нас приключение. Нет, ну может ничего нет, я должен внимательно Нет, посмотреть. смотрите, я ничего, да. Я сам не хочу время терять, как бы, тем более я вообще не отсюда немного. Я в Москву вот так поехала, мне тоже вот так вот приперли, причем в этот же бампер. Да вроде ничего нет. Хорошо, что весело тогда. Да. Это истерика, это не веселье. Ну, короче, вроде нет ничего. Можно вообще чуть-чуть вот так вот. Короче, я не объясню, как это сделать, но я А может, вы сделаете? могу показать передний, как это получится, не надо. Я криворукая. Я понял. Ну что, все вроде нормально, все порешали. Только вперед сейчас езжайте, ладно? Аккуратней. Ну, короче, что у нас? По факту вы ничего не видите, потому что здесь все заблюрено. Но поцарапан только номер. Юбка вроде нижняя нормально, ты не распирай грязюку, пожалуйста, здесь. Я уж представил, знаешь, что мы... Просто, чтобы вы понимали, сюда ехать, вот сюда.
сколько? 6-7 часов. И отсюда сейчас еще до бабушки еще 2 часа. Да, и скоро темнеет, мы не успеваем. Да, мы еще у бабушки, на данный момент мы не были. Вы-то уже были, мы еще не были. Блин, ну вроде там ничего нет, да? Девчонка задом сдавала. Вот причем остановилась один раз, второй раз остановилась. Я думаю, что такое? И прям стал сдавать задом, я стал сигналить. Да. Ладно. Погнали. Еще мы взяли вот такой вот стол и еще 2 стула вон на Диме. Короче, я только что вот просто вот в последний момент увидел, сейчас вам покажу. Вот как. Чуть не наехал туда колесом. Вот открытый люк. Вообще. Мы, в общем, едем, а тут какой-то экшен еще один. Все стоят на аварийках. Офигеть просто. Я в шоке. Ну, я лично не видел такого никогда. Обалдеть. Они просто да, встали... Там море, там мы не проедем. Они просто встали из-за того, что там море? Что делать-то будем? Ну смотри, они там едут. В общем, короче, ради контента мы поедем в это море. И вот он тоже на белой машине поедет, и он будет перед нами, пожалуй. Пожалуй, мы его пропустим. Да, пожалуй, потому что посмотреть хочется. А давай на скорости просто, чтобы проплыть. Да, чтобы гидроудар просто случился в моменте, и все. А вот они тоже заглохли, смотри, все. Ну что, мы путешествуем. Вот нам нужно переехать. А что ты, побоялся? Бояка? Ах ты! Слушай, я бы тоже побоялся на самом деле. Ну, сейчас посмотрим, что там. Да нет, там не очень вроде глубоко. Поехали, что. Главное не газовать. Еще вот волну, чтобы никто не делал. Снимает человек нас. Привет! Привет! Мария, мы вам кое-что привезли сегодня. До кого вам денег у мене немає. Нам не нужно от вас денег. Привезли вам небольшие, не знаю, подарки, что ли, так сказать, с целью, чтобы улучшить вашу жизнь. Ото купила, а вона тепер і стоїть. Так. Ой, это тяжело. Это мы сейчас... Тихо, тихо, тихо. Мария, Мария, Мария. Мария, я понимаю, что вы, Ні-ні-ні. что вы сильная, но... Я колись була сильна. Да, сейчас она свалится, и это плохо закончится. С ума сойти. Вообще просто. Оце я возила воду, ставлю бетон молочний, маленькі бетончики. Так, Мария, мы пока что тележку на улицу вытащим, потом закатим, хорошо? Да. Давайте його помогу. Да, я справлюсь. Я справлюсь, Мария. Я ще
Да, ну там ветрено, Да может, я сейчас упасть. Нет, я сейчас честно. Да я сейчас подумаю, как вы я сам. Дай Да Бог не упаде. не трогайте, я сам. Лёша, ну не може. Да нормально все будет. Крючком оцим подоп'є. А то пропала тоді камера, що ж розоб'єш. Все, вот эту не трогайте, пускай она так стоит. Сейчас мы вам кое-что принесем. Ну что ж, начинаем сейчас все доставать. Так. Итак, мы сейчас сюда, вот в это такое вот строение, которое мы обнаружили здесь у бабушки Маши, такой сарай. Единственное нормальное строение, которое можно здесь использовать для жизни, пока что летом. Мы поставили стол, стул, купили плитку и купили холодильник. Ну и как бы вот такую самую необходимую посуду, которая вообще здесь, наверное, сейчас нужна. И теперь у нас стоит самая такая важная задача в данный момент, вот чтобы в моменте это все быстро сделать, нам нужно все это подключить к электричеству. И у нас есть план. Мы купили переноску, купили удлинитель, сейчас от соседей попробуем протянуть сюда временно, чтобы здесь все это подключить, а уже потом после будем заниматься тем, чтобы провести электричество от столба. И опять же, чтобы это было безопасно, чтобы это все дома не касалось. В общем, это такой более глобальный момент, а то, что мы сейчас сделали, это вот прям вот решение в моменте. Ну что, у нас сейчас ответственное задание. Мы вот с этим вот проводом хотим сходить к соседям. И вот было бы здорово, если они нам разрешили сделать то, что мы хотим. Разрешили подключиться бы оттуда на время. Сейчас, чтобы можно было подключить уже как минимум холодильник и плитку. Так, я уже слышу там собаку. Вот собака там, по-моему, есть. Привет. А подскажешь, родители дома? Здравствуйте. У нас к вам деловое предложение, так скажем. Меня Роман зовут, Дима. Мы тут... Уже видели. Ну, это хорошо. Потому что такая история, мы просто, ну, понятное дело, бабушка в возрасте там, да, все понимаем. Но мы хотим пока что временно ей там сделать это холодильничек. А то у нее там продукт негде хранить. Так, соседи еще молодцы, дали лист металла вот такого. Сейчас мы его туда положим, где плитка. Итак, у нас все готово, у нас все получилось, собрано все, что мы тут сделали, все подключено. Здесь поставили такой лист металла, чтобы, ну, если что, в общем, чтобы жар отсюда не шел на стену. Вот, сейчас бабушку Машу сюда пригласим. Все, здесь можно теперь как-то питаться, жить, существовать. Нет, жить здесь нельзя, но питаться уж точно можно. Хотя летом здесь вполне себе нормальный такой домик. Из вот этого сарая, в котором раньше были дрова, в котором когда-то был теленок, пока что временно, мы оборудовали такое место, где можно покушать, приготовить себе еду, и посидеть, отдохнуть. Вот. Сейчас бабушку Машу сюда позовем. Мария! Мария! А подойдете, пожалуйста? Мария, ну зайдите сюда. Ой, да у вас тут як ресторан уже. Я такого не бачу, красиво все. Мария, смотрите, вы здесь можете теперь садиться. Чай любите пить? Красотища. Ну, присаживайтесь и смотрите, проверьте свет. Я боюсь. Да не бойтесь. Ой, який світ, матова лампа. Ой, красотіще, писати можна, читати.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сюди можна все класти яєчки. Ой, да чого ж тут, я ще не жила, тут вже помазати треба, шпалеркою. Да ладно, не переживайте, это только начало. Полненькие, а вилочки какие. Ой, ну. Оно же какие деньги стоит. Не переживайте насчет этого, это все не очень дорого, поверьте. Да не, дорого, оно все. Ой, колокольчики. Все вже там. Вже не треба нічого туди до матері на могилки. Все, до свидания, мы поехали, мы приедем к вам на следующей неделе, хорошо? Договорились? Здорово. Стоит гора высокая, а перед горою гай. Там річечка протянута. Неначе справді рай, під гаєм в'ється річенька, бо шкло вона блистить, блистить, мамо.